Вечер в хату, игроделам зарплату. С вами как всегда Арталаски, и после этого видео вы наконец узнаете, как заработать на своих играх. Но это не точно. Наверное, самый простой и беззаботный вариант монетизировать свою игру – дать ее издателю за процент от прибыли. Но если вы начинающий разработчик и у вас нету крутых проектов, то мало какой издатель согласится взять ваше творение. Но кто согласится в 99% случаев, это Falcoware, и это ваш шанс. Свои первые игрушки, о которых я рассказывал в недавнем видео, я публиковал как раз на Falcoware, и причин тут несколько. Вам не нужно платить никаких первоначальных взносов, в отличие от того же Google Play и Steam. Нету каких-то жестких требований к качеству игры. Совсем отстой, конечно, не примут, но игры начального уровня сюда проходят довольно легко. Как издатель, Falco занимается распространением ваших игр на множестве иностранных сайтов, форумов и торрентах. После публикации на сайте Falco вы также можете публиковать ее и на других платформах. Что касается торрентов, то вам это только на руку. Игры на Falco абсолютно бесплатные, и заработок идет со встроенной рекламы перед запуском игры. Миллионером вы, конечно, не станете, но заработать там можно. Сколько? Очень сильно зависит от игры, ее жанра и графики. Если будете делать казуалки с красивой графики, то успех обеспечен. Но я видел, как хорошие суммы набирали и шутеры, и гонки, и платформеры. Поэтому сильно этим голову не забивайте. Также есть дополнительные плюшки, связанные со Steam. Например, если у вас есть игра, опубликованная в Steam, и вы также опубликуете ее на Falco, и у Falco получится опубликовать ее на вот этом сайте, то вам подарят 50 УЕ. Помимо прочего, у Falcoware есть собственный игровой движок, и если вы создадите на нем игру и опубликуете ее в Steam, то получите 100 баксов, как раз сразу же отобьете директ. По самому движку особо много рассказать не могу, так как лично им не пользовался, но там есть все современные фичи: физика, FBR материалы, OpenGL шейдеры, скриптинг на C#, прям как в Unity, и все это бесплатно. В общем, для начинающего разработчика это отличный выход, поэтому хотя бы попробуйте. Следующие два сайта являются иностранными, и в них есть смысл выкладывать небольшие бесплатные игрушки и демо-версии. Продавать игры там можно, но опять же это будут небольшие суммы. Я рекомендую публиковать туда демо-версии своих игр или какие-нибудь инструменты для разработки, вроде моего конструктора персонажей и фонов. Опять же, для начинающего сегмента это неплохие платформы, но долго на них останавливаться я бы не стал. itch.io – самая популярнейшая сеть инди-разработчиков и людей, любящих инди-игры. Многие хитовые игры, попавшие на полки Steam и даже консольных магазинов, начинали свой успех именно на itch.io. Вы можете выложить туда игры бесплатно и получать донаты, если игрушка понравится людям. Вы можете опубликовать игру за небольшую цену или наоборот немного задрать ее. Вам не нужно вкладывать деньги в рекламу или выкупать возможность публикации, вас никто не ограничивает в качестве и масштабе вашей игры. Конечно, это отразится на ее популярности и вашем доходе, но сам факт. Я считаю itch.io отличной стартовой площадкой для людей, которые уже что-то умеют, у которых есть интересные идеи и кто хочет завлечь как можно больше аудитории на свои проекты. В этом плане itch.io отличная площадка. У меня лично не получилось там заработать большие деньги, но и не скажу, что я прям пытался. Просто попробовал, посмотрел, как там все устроено, и заодно немножко заработал. В общем, все круто. Google Play. Одна из самых популярных платформ, которая у всех на слуху, это, конечно же, Android. Он есть почти у каждого, у кого нет айфона. Но, например, в моем случае у меня есть и простенький iPhone, и еще более простенький смартфон для тестирования своих игрушек на Google Play. Вообще, с Google Play вы можете стать миллионером и даже миллиардером. Все зависит от вашего упорства, везения и, конечно же, от ваших игр. Есть мнение, что на Google Play надо вбахивать сотни тысяч рублей на рекламу, и доля правды в этом, конечно, есть. Но хорошая, интересная аркада всегда наберет свою первую аудиторию и принесет вам доход, который вы легко можете потратить на рекламу у блогеров и получить с этого еще больше профита. То есть в целом вы действительно можете потратить на рекламу в общей сумме где-то 200-300 тысяч рублей и больше, но вам вовсе не обязательно тратить их сразу, это можно делать постепенно.
Для того, чтобы стать разработчиком Google Play, нужно иметь уже 25 баксов на регистрационный сбор. Он проводится всего один раз, в отличие, например, от App Store на iOS. Также желательно иметь смартфон для тестов. Эмулятор — это, конечно, хорошо, но это вообще не то. Совсем с парашными играми сюда идти не стоит, толку от этого будет мало. Конечно, есть люди, которые делают реально хрень и впухивают деньги на рекламу, и на удивление хорошо с этого имеют, от чего меня даже порой бомбит. Даже очень хорошо. Но этот пир длится недолго, в итоге такие игры все равно банят, а порой банят целый аккаунт с такими играми, так что, в принципе, справедливость еще существует. Я все же рекомендую создавать для Google Play простые аркады с красивой казуальной графикой и отключаемой рекламой, а также небольшие игрушки на прохождение с донатом. Пока что это самые беспроигрышные варианты. App Store. Многие, наверное, ожидали увидеть Steam после Google Play, но нет. iOS со своим App Store настоящая золотая жила. Здесь можно очень хорошо заработать как на бесплатных играх с рекламой, так и на платных проектах. Но и попасть туда не так-то просто. Как минимум вам нужен MacBook для компиляции вашего билда, а в идеале еще и iPhone для теста. Если у вас их нет, то сами понимаете, сколько примерно денег вам придется вложить в свое будущее дело. Использовать симуляторы или БУ MacBook'и для создания билда очень хреновая затея. Так же как и скомпилировать игру у друга. Каждое устройство имеет свой уникальный серийный номер, который привязывается к созданному билду. Думаю, не стоит объяснять, что может быть, когда на вашем проекте серийный номер от устройства чужого человека. Это как ездить на своей машине с чужими номерами. Также вам необходимо делать взнос разработчика каждый год в размере $100. Ну ладно, 99. Однако все станет проще, если вы также воспользуетесь услугами издателя, желательно иностранного. Steam. Объектом вожделения для многих разработчиков является, конечно же, Steam. Раньше это дарило статусы и очки престижа, сейчас это просто еще одна платформа для дистрибуции игр. Но тем не менее, на ней действительно стоит задержаться и может даже связать свою карьеру разработчика игр именно с этой платформой. Однако заработать большие деньги в Steam вполне реально, но не очень-то просто. Если у вас есть хорошая игра и хорошая аудитория, то это заметно проще. В Steam нереально много людей, и на каждый новый проект дается около 10 миллионов просмотров. То есть игра будет выводиться в списках примерно у 10 миллионов разных человек. Дальше все зависит от вас. Сколько из них заметит вашу игру в списке, сколько перейдет на страницу с игрой, и сколько из перешедших ее купит. Не последнюю роль играет и система рейтинга, и время, проведенное игроками в вашей игре, и покупки на скидках, и очень много разных интересных факторов, о которых можно долго рассказывать, но также есть и заметные минусы. Например, не самая разумная система возвратов, потому что возврат игры можно делать не позднее, чем после 2 часов игрового времени. Если за эти 2 часа игра пройдена, то естественно большинство людей, которые даже не хотели бы ее возвращать, они ее вернут. Также 30% доля Steam немного портит картину, наряду с огромной конкуренцией и множеством юридических заморочек, заполнением иностранной налоговой формы и взносом $100 за каждую новую игру. Этот взнос делался для того, чтобы ограничить количество парашных игр в Steam, но знаете, их стало наоборот еще больше. Но если раньше разработчики покупали пиар и накрутку голосов в Steam Greenlight и платили деньги кому-то левому, то сейчас они платят сразу Steam, и Steam в принципе доволен. Не у всех есть возможность и желание тратить эти $100 на публикацию, и тут есть несколько вариантов. О первом я говорил в начале. Сделать игру на движке от Falcover и получить свою сотку назад. Или найти издателя в Steam. Их там довольно много, и занимаются они разными играми как по качеству, так и по жанру. Но среди них много мудаков, поэтому будьте аккуратны. Ищите лучше сразу иностранного. Кстати, эти два варианта можно совместить. В Steam нужно делать хорошие и качественные игры, в которые вы сами хотели бы поиграть. Только в этом случае вы сможете зарабатывать здесь более $1 000
миллиона рублей за месяц. И Epic Store, будущий убийца Стима, продолжает набирать обороты, хотя пока и не является полностью готовым сервисом. Однако начинающим разработчикам даже не стоит смотреть в его сторону, сорян. Условия здесь гораздо вкуснее, чем в Steam, а их собственный движок Unreal Engine подминает под себя даже Unity. Не знаю, что из этого выйдет в итоге, но качественный инди-проект здесь может продаваться очень и очень хорошо. В принципе, любая качественная игра, сделанная на Unreal Engine, продается очень и очень хорошо. Ну и, конечно, не стоит обходить стороной консоли, и что касается консолей, то там все намного сложнее, к сожалению. Но если желание столь велико, а продукт достоин, то пробуйте искать издателя на PlayStation 4. С Xbox все проще. Даже без издателя и масштабного продукта туда можно пробиться без каких-то нереальных усилий. Сложно, но можно. На мой скромный взгляд, создание игр под консоли — это самая денежная ниша, но она для ветеранов. В общем, консоли — это отдельная большая тема, и может когда-нибудь я про них расскажу более подробно. Впрочем, есть и другие площадки дистрибуции, и их немало, но я не стал про них рассказывать, так как профита с них практически никакого. А некоторые проекты и подавно уже закрылись и прекратили свое существование. Например, тот же Indie City и Indie Vine. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Следите за моим инстаграмом и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну а с вами был Арталаски. Пока!